Если посмотреть на Великие озера с высоты, они напоминают огромный морской залив, хотя находятся в глубине континента и наполнены пресной водой. Они настолько огромны, что здесь не видно противоположного берега. По воде ходят 300-метровые грузовые суда, возникают штормы с огромными волнами, а на глубине лежат тысячи затонувших кораблей. Но вода в этих озерах пресная. Более того, в них сосредоточена примерно 1/5 часть всей поверхностной пресной воды планеты. Обычно говорят, что Великих озер 5 – Верхняя, Мичиган, Гурон, Эри и Онтарио. Однако даже это не совсем верно. 2 из них с точки зрения гидрологии являются одним озером. Одно содержит больше воды, чем остальные 4 вместе взятые. Другое способно раскачиваться словно гигантская ванна с водой. Оказалось одновременно самым живым, самым промышленным и самым уязвимым. Великие озера – это не просто группа крупных водоемов. Это единая водная система, которая создает собственную погоду, кормит десятки миллионов человек, связывает внутреннюю часть Северной Америки с Атлантическим океаном и хранит последствия человеческой деятельности дольше, чем длится человеческая жизнь. Общая площадь Великих озер составляет около 244 тысяч квадратных километров. Это почти равно площади Великобритании. Если распределить всю содержащуюся в них воду по территории континентальной части Соединенных Штатов, она покрыла бы страну слоем в 3 метра. А если попытаться пройти вдоль всех берегов, включая острова и соединительные каналы, получится путешествие длиной в половину земного экватора. Всего в системе находится около 21% мировых запасов поверхностной пресной воды и примерно 84% поверхностной пресной воды Северной Америки. Самое большое из 5 – озеро Верхнее. Его название связано не с превосходством над остальными озерами, а с положением. Оно находится выше по течению всей системы. Но по своим размерам оно действительно заслуживает свое имя. Площадь Верхнего озера превышает 82 тысячи квадратных километров, а максимальная глубина достигает 406 метров. Это примерно высота 130-этажного небоскреба. В Верхнем озере содержится около 12 тысяч кубических километров воды. Из-за огромного объема и северного положения оно скорее напоминает холодное внутреннее море, а не озеро. Одна из его самых необычных тайн скрывается не на глубине, а прямо на берегу. Если глубокой ночью пройти вдоль берега с ультрафиолетовым фонариком, среди обычных серых камней можно заметить те, что вспыхивают ярким огненно-оранжевым светом. Их называют йооперлитами. Днем они почти ничем не выделяются, но содержащийся внутри минерал содолит светится под ультрафиолетом. Эти камни годами лежали у всех под ногами, пока в 2017 году коллекционер Эрик Ринтамаки не обнаружил их во время ночных поисков. Совершенно иначе выглядит озеро Эри. Оно самое мелкое из 5. Его средняя глубина составляет всего 19 метров, поэтому летом оно прогревается быстрее остальных. Зимой легче покрывается льдом, а сильный ветер способен заметно перемещать воду из одной части озера в другую. Именно здесь природные процессы происходят особенно быстро. Эри первым реагирует на изменения температуры, загрязнения, поступление удобрений и вторжение новых видов. Озеро Онтарио самое маленькое по площади, но далеко не самое мелкое по глубине. Его максимальная глубина достигает 245 метров. Поверхность Онтарио расположена значительно ниже остальных Великих озер, потому что между ним и озером Эри находится огромная природная ступень – Ниагарский уступ. И чтобы вам было понятно, то Ниагарский уступ – это не только место, где находится знаменитый Ниагарский водопад. По сути своей, это гигантская каменная ступень длиной свыше 1000 километров, которая тянется дугой через США и Канаду. Эта ступень образовалась потому, что миллионы лет вода и ветер разрушали более мягкие породы, а более твердый слой остался в виде высокого края. Ниагарская река пересекает этот край и срывается вниз, образуя знаменитый на весь мир Ниагарский водопад. Здесь же проходит граница между двумя странами. На одном берегу находится американский штат Нью-Йорк, на другом – канадская провинция Онтарио. Американский водопад находится в США, а большая часть знаменитой подковы – в Канаде. Вернемся к озерам. Главный географический парадокс связан с озерами Мичиган и Гурон.
На картах они подписаны отдельно, между ними лежит пролив Макина, а у каждого есть собственное имя и береговая линия. Однако поверхности обоих озер находятся на одной высоте. У них нет привычной реки, которая постоянно текла бы из одного водоема в другой. Вода в проливе может двигаться в обе стороны, меняя направление под действием ветра, давления и колебаний уровня. Поэтому гидрологи рассматривают Мичиган и Гурон как единый водоем – Мичиган-Гурон. Если считать их вместе, этот водоем превосходит Верхнее озеро по площади и становится крупнейшим пресноводным озером планеты. Получается странная ситуация. Географически Великих озер 5, гидрологически 4, а в зависимости от метода подсчета звание крупнейшего получает то Верхнее, то объединенное озеро Мичиган-Гурон. Впрочем, попытки изменить количество Великих озер происходили и на государственном уровне. В марте 1998 года президент США подписал закон, в тексте которого озеро Шамплейн было объявлено еще одним великим озером. Новый статус позволял региональным университетам претендовать на дополнительное федеральное финансирование. Решение вызвало такой шум, что менее чем через 3 недели Сенат отменил формулировку. Так, озеро Шамплейн успело побыть 6-м великим озером всего 18 дней. Вся система озер напоминает гигантскую водную лестницу. Вода из Верхнего озера выходит через реку Сент-Мэрис, проходит в Гурон и Мичиган, затем движется по рекам Сент-Клэр и Детройт в озеро Эри. После этого она направляется к Ниагаре, падает на следующий уровень, заполняет озеро Онтарио и через реку Святого Лаврентия уходит в Атлантический океан. Между поверхностями Эри и Онтарио находится перепад почти в 100 метров. Самая знаменитая ступень этой лестницы – Ниагарский водопад. Для воды он является естественной преградой, а для судов – непроходимой стеной. Поэтому рядом был построен Уэлленский канал с системой шлюзов. Корабль заходит в камеру, ворота закрываются, уровень воды постепенно меняется и судно поднимается или опускается, словно в огромном водном лифте. На карте путь от Верхнего озера до Атлантики выглядит довольно быстрым, но вода проходит его чрезвычайно медленно. Расчетное время обновления воды в озере Эри составляет около 2,5 лет, в Онтарио примерно 6 лет, в Гуроне 22 года, в Мичигане около 100 лет, а в озере Верхнее приблизительно 200 лет. Лишь небольшая часть воды ежегодно покидает систему, поэтому загрязнение, попавшее в глубокое озеро, может оставаться там на протяжении нескольких поколений жизни людей. История Великих озер началась задолго до появления самих озер. Более миллиарда лет назад земная кора в центре Северной Америки начала раскалываться. Возник срединно-континентальный рифт, гигантская трещина, которая могла стать новым океаном, но процесс остановился. Она оставила после себя ослабленные участки коры и огромную впадину, позднее ставшую основой бассейна Верхнего озера. Современные очертания появились намного позже. Во время последнего ледникового периода значительная часть Северной Америки находилась под ледяным щитом толщиной до 1,5 километров. Лед медленно двигался по поверхности, срезал породу, углублял древние долины и выносил огромное количество камня и грунта. Это был природный земснаряд размером с половину континента. Когда климат потеплел, ледник начал отступать. Выточенные им котловины заполнились талой водой. Примерно от 10 до 14 тысяч лет назад стала формироваться система, знакомая нам сегодня. Но первоначально здесь существовали другие, постоянно менявшиеся ледниковые озера. Их берега проходили в местах, которые сейчас находятся далеко от воды, а сток мог направляться то к Атлантическому океану, то в сторону бассейна Миссисипи. Огромная масса льда не только вырезала чаши озер, но и продавила земную кору. После исчезновения ледника суша начала медленно подниматься обратно. Этот процесс продолжается до сих пор. Северные берега поднимаются быстрее южных, поэтому вся система меняет наклон. Для одного человеческого поколения движение почти незаметно, но за столетия оно меняет положение берегов, болот и древних пляжей. Великие озера до сих пор приходят в себя после веса исчезнувшего ледника. Несмотря на размеры, обычных океанских приливов здесь практически не видно. Притяжение Луны и Солнца действительно изменяет уровень воды, но величина крупнейшего прилива составляет менее 5 сантиметров. Ветер и атмосферное давление действуют намного сильнее. Они способны толкать воду к одному краю озера, после чего вся масса начинает раскачиваться из стороны в сторону.
Такое явление называется сейшами. Представьте воду в ванне. Если резко толкнуть ее к одному краю, она поднимется, отхлынет и начнет ходить туда-сюда. Теперь увеличьте ванну до размеров небольшой страны. На Великих озерах период между высоким и низким уровнем такого колебания может составлять от 4 до 7 часов, а высота превышать метр. После сильного шторма озеро способно продолжать раскачиваться еще несколько дней. Есть здесь и настоящие метеоцунами. Обычные цунами возникают из-за землетрясений, а метеоцунами вызывает быстро движущийся атмосферный фронт. Если скорость изменения давления совпадает с движением волны, энергия накапливается. Такая волна может пройти сотни километров, добраться до берега уже после окончания грозы и неожиданно создать мощные разрывные, или как их еще называют, отбойные течения. Отбойное течение – это узкий и быстрый поток, который движется от берега в сторону открытой воды. Оно не затягивает человека под воду, но может за несколько минут унести далеко от пляжа. Плыть против него бесполезно, человек быстро теряет силы. Единственное спасение – плыть параллельно берегу, выйти из потока в сторону и только затем возвращаться к суше. Обладая этими знаниями, однажды вы сможете спасти жизнь не только себе, но и другим людям. Метеоцунами особенно опасно тем, что вызвавшая его гроза может находиться уже далеко, а волна все еще будет двигаться к берегу и создавать отбойные течения. В апреле 2018 года такое метеоцунами достигло города Ладдингтон на берегу озера Мичиган. Уровень воды быстро поднялся на полметра, затопив волнорез и повредив причалы. Позднее ученые восстановили движение волны по показаниям приборов и фотографиям очевидцев. Но настоящую репутацию внутренних морей Великие озера получили благодаря осенним штормам. К ноябрю вода еще хранит летнее тепло, а с севера уже приходят холодные арктические массы. Над озерами встречаются потоки воздуха с совершенно разными температурой и влажностью. Огромная открытая поверхность позволяет ветру разгоняться на сотнях километров, не встречая препятствий. Океанская зыбь часто имеет длинный период, и большое судно успевает подняться на волну и спуститься с нее. На Великих озерах волны могут идти ближе друг к другу, становиться круче и чаще обрушиваться на палубу. Пространство для маневра меньше, берега имели ближе, а пресная вода быстрее покрывает судно льдом при отрицательной температуре. Самая страшная катастрофа произошла в ноябре 1913 года. Два погодных фронта сошлись над озерами и образовали бурю, которую назвали «белым ураганом». Скорость порывов достигала 145 км в час, а высоту обычных волн оценивали в 11 метров. Отдельные волны могли быть еще выше. Снег полностью скрывал горизонт, а прогнозы того времени не позволяли капитанам понять, насколько быстро усиливается шторм. Буря уничтожила 19 судов. Еще 19 судов выбросила на мель. Погибло более 250 человек. Некоторые корабли нашли перевернутыми вверх дном, другие исчезли вместе со всем экипажем. Для пресноводного водоема это звучало немыслимо, поэтому шторм получил еще одно имя – пресноводная ярость. Через 62 года Великие озера напомнили, что современные размеры и стальной корпус не гарантируют безопасности. В ноябре 1975 года грузовой корабль «Эдмунд Фицджеральд» перевозил железную руду через Верхнее озеро. Его длина превышала 220 метров. Во время сильного шторма судно внезапно исчезло с радаров и затонуло вместе со всеми 29 членами экипажа. Сигнала бедствия оно не передало. Точная последовательность событий до сих пор обсуждается. Возможно, корабль получил повреждения, набрал воду через люки, задел дно или попал под серию особенно крупных волн. Но место происшествия известно. Обломки лежат на глубине 160 метров, разделенные на две части. Всего на дне Великих озер покоится от 4000 до 10 тысяч затонувших кораблей. Некоторые затонули во время штормов, другие столкнулись в тумане, напоролись на рифы, загорелись или ушли на дно из-за ошибок навигации. Особенно много обломков лежит в районе Тандер-Бэй на озере Гурон, где сходились судоходные маршруты. Сейчас это огромный подводный музей.
Холодная пресная вода может сохранять корабли лучше, чем теплое соленое море. Здесь нет морского корабельного червя, который быстро разрушает древесину. На большой глубине мало света, кислорода и движения воды. Поэтому некоторые деревянные суда сохраняют мачты, палубы и предметы внутри корпуса спустя столетия. В озере Онтарио был обнаружен британский военный корабль HMS Ontario, затонувший аж в 1780 году. Он стоял на дне почти вертикально, с сохранившимися мачтами, пушками и элементами такелажа. Исследователи назвали находку археологическим чудом. Поднимать корабль не стали, место его гибели считается воинским захоронением. Зимой Великие озера становятся другим миром. Площадь ледяного покрова сильно меняется от года к году. В мягкие зимы замерзает лишь небольшая часть поверхности, а в особенно суровые годы лед покрывает более 90% системы. Но даже тогда огромные массы воды продолжают двигаться подо льдом. На берегах возникают так называемые ледяные вулканы. Волны находят трещины и отверстия в прибрежном льду, выбрасывают через них воду и снежную кашу, а мороз постепенно наращивает вокруг отверстия конус. Он становится похож на небольшой вулкан, который время от времени извергает не лаву, а ледяную воду. Такие конусы могут выглядеть притягательно, но внутри часто скрывается полость, поэтому ходить по ним крайне опасно. Зимой Великие озера сами создают снегопады. Пока озеро не замерзло, его вода остается теплее окружающего воздуха. Холодный ветер проходит над водой, забирает с нее влагу и несет ее к противоположному берегу. Над холодной сушей эта влага превращается в снег. Это явление называют озерным эффектом. Обычно ветры здесь дуют с запада, поэтому самые сильные снегопады выпадают на восточных и юго-восточных берегах озер. Снег идет узкими полосами. В одном городе может светить солнце, а всего в нескольких километрах от него бушевать метель. Когда озеро покрывается льдом, испарение уменьшается и озерный эффект ослабевает. Летом и осенью действие воды становится противоположным. Озера медленно нагреваются и медленно остывают, смягчая перепады температуры. Благодаря этому возле берегов образовались так называемые фруктовые пояса. В местах, где на такой широте могли бы мешать поздние заморозки, растут яблони, вишни и виноград. Одна и та же вода способна зимой создавать снежные катастрофы, а летом защищать сады. Разница температур между водой и воздухом создает над Великими озерами и необычные оптические иллюзии. Особенно часто это происходит весной и в начале лета, когда вода еще холодная, а воздух уже прогрелся. Свет от далеких кораблей, берегов и зданий изгибается, проходя через слои воздуха разной температуры. Поэтому объекты могут появляться над горизонтом, вытягиваться, переворачиваться и словно парить над водой. Такое сложное явление называют фата-морганой. Иногда оно превращает обычные здания на горизонте в целые призрачные города, а иногда над Великими озерами возникают погодные системы, больше похожие на морские. В 1996 году над озером Гурон сформировался редкий циклон с некоторыми чертами тропического шторма. Его даже неофициально прозвали ураганом Гурон. Это был не настоящий океанский ураган, но сам факт появления подобного вихря над пресной водой показывает, насколько велико влияние озер на атмосферу. Еще одна особенность системы – невероятное количество островов. Их здесь около 35 тысяч. Самый крупный – остров Манитулин в озере Гурон. Он считается самым большим островом, расположенным в пресноводном водоеме. Но дальше география начинает напоминать головоломку. На Манитулине есть собственные озера. Внутри некоторых из этих озер находятся новые острова. Озеро Маниту на Манитулине считается самым большим озером, расположенным на пресноводном острове. А остров Трежер лежит в озере Миндемойе, которое находится на Манитулине, который в свою очередь окружен озером Гурон. Для коренных народов эти воды никогда не были пустым пространством. Задолго до появления европейских городов Великие озера служили дорогами, источником пищи и центром торговли. По водным маршрутам перемещались медь, камень, меха и другие товары. Многие современные названия сохраняют следы местных языков. Название Мичиган происходит от коренного народа Аджибве и звучит как Мишигами, то есть «большая вода». А верхнее озеро народ Аджибве называл как Гичигами, что означает «великое море».
Название озера Онтарио связано с выражением, которое обычно переводят как «озеро сияющих вод». Европейские поселенцы быстро поняли, что эти озера представляют собой готовую транспортную систему внутри континента. До появления развитой сети железных и шоссейных дорог именно вода позволяла перевозить людей, древесину, зерно, уголь, медь и железную руду. Чикаго, Детройт, Кливленд, Милуоки, Торонто, Гамильтон и многие другие города выросли во многом благодаря расположению на берегах озер или соединяющих их рек. Затем человек начал перестраивать естественную водную систему. Уэлленский канал позволил судам обходить Ниагарский водопад. Канал Эри связал озеро Эри с рекой Гудзон и Нью-Йорком. Иллинойс-Мичиганский канал соединил Великие озера с бассейном Миссисипи, создав водный путь в сторону Мексиканского залива. Самый поразительный инженерный эксперимент произошел в Чикаго. Город брал питьевую воду из озера Мичиган и одновременно сбрасывал отходы в реку, которая несла их в то же озеро. Чтобы защитить водозабор, инженеры прорезали канал через водораздел и изменили уклон системы. Течение реки Чикаго развернулось в обратную сторону. Вместо озера вода стала уходить через канал в реку Дес Плейнс, затем в реку Иллинойс, Миссисипи и дальше к Мексиканскому заливу. Так человек соединил два огромных бассейна, которые раньше были почти разделены природой. Это решило одну санитарную проблему, но создало новый путь для биологических вторжений. Сегодня в канале действует система электрических барьеров, предназначенная для сдерживания инвазивных карпов, распространившихся по бассейну Миссисипи. Суда Великих озер тоже превратились в отдельный мир. Местные грузовые корабли называют лейкерами, а океанские суда, приходящие через реку Святого Лаврентия, называют солеными. Некоторые лейкеры имеют длину более 300 метров и способны самостоятельно разгружаться при помощи системы ленточных конвейеров и огромной выносной стрелы. Крупнейшие лейкеры не могут выйти в океан, они слишком велики для шлюзов на пути к Атлантике. Эти пресноводные гиганты рождаются, работают и заканчивают свою службу здесь, внутри одной системы. По Великим озерам перевозят железную руду, уголь, известняк, зерно и калийные соли, превращая их в водный конвейер североамериканской промышленности. Во время Второй мировой войны на озере Мичиган существовал объект, которого меньше всего ожидаешь увидеть в пресной воде – авианосцы. Военно-морские силы США использовали два переоборудованных корабля USS Wolverine и USS Sable для обучения пилотов взлету и посадке на палубу. Они не предназначались для боевых операций. Озеро позволяло тренировать летчиков вдали от немецких и японских подводных лодок. В результате на авианосцах у берегов Чикаго выполнили более 100 тысяч учебных посадок и подготовили почти 18 тысяч морских летчиков. Но каналы и мировая торговля привезли в Великие озера не только корабли. Вместе с балластной водой и на корпусах судов сюда проникли десятки чужеродных организмов. Сейчас в бассейне насчитывается более 180 укоренившихся неместных водных видов, и примерно треть из них считается инвазивной. Самым знаменитым захватчиком стала морская минога. Это древняя бесчелюстная рыба с круглым ртом-присоской, заполненным роговыми зубами. Она прикрепляется к крупной рыбе, разрушает кожу языком и питается за счет хозяина. Ниагарский водопад долго служил естественным барьером, но после расширения Уэлленского канала миноги получили путь в Верхние озера. Их численность резко выросла. Они начали уничтожать озерную форель, осетров и других крупных рыб. До вторжения миноги США и Канада ежегодно добывали в Верхних озерах около 7 тысяч тонн озерной форели. К началу 1960-х годов улов сократился примерно до 2% от прежнего уровня. Для борьбы с миногой пришлось создать международную программу. Ученые нашли вещества, способные уничтожать личинок в реках с относительно небольшим воздействием на других рыб. Также используются ловушки и барьеры. В большинстве районов численность миноги удалось снизить на 90%, но остановить контроль нельзя. Без него популяция быстро восстановится. Другими захватчиками стали дрессены, зебровые и квагомидии. Они прикрепляются к любой твердой поверхности, покрывают трубы, причалы, затонувшие корабли и раковины местных моллюсков. Квагомидии способны жить не только возле берега, но и на большой глубине.
В некоторых озерах они буквально застелили дно. Каждая мидия непрерывно фильтрует воду и извлекает из нее микроскопические частицы. Из-за этого вода становится визуально прозрачнее. На первый взгляд кажется, что озеро очистилось, но прозрачность не всегда означает здоровье. Вместе с частицами мидии забирают фитопланктон, основание пищевой цепи. Энергия питательные вещества перемещаются из толщи воды на дно. Вода становится красивее для человека, но беднее для организмов, которые раньше в ней жили. Система Великих озер сегодня представляет собой не полностью природную экосистему, а сложную конструкцию, которую человек постоянно поддерживает. Здесь подавляют миногу, разводят и выпускают рыбу, регулируют промысел, отслеживают распространение дрессен, контролируют балластную воду и охраняют каналы от новых захватчиков. Если прекратить эту работу, сложившееся состояние экосистемы снова изменится. Однако на дне озер сохранились места, почти не похожие на окружающую экосистему. В озере Гурон обнаружены подводные карстовые провалы, из которых выходит холодная вода с малым количеством кислорода и высокой концентрацией сульфатов. Большинство привычных рыб не может жить в таких условиях, зато дно покрывают фиолетовые, белые и зеленые микробные маты. Эти сообщества используют соединения серы и напоминают экосистемы, существовавшие на Земле миллиарды лет назад, до насыщения атмосферы кислородом. Поэтому исследователи называют провалы Гурона окном в далекое прошлое. Изучение этих микроорганизмов может помочь понять раннюю Землю, а также подсказать, какие типы обмена веществ и признаки микробной жизни следует искать в холодных, бедных кислородом водных средах других миров. Самым тревожным участком системы остается озеро Эри. Оно мелкое, теплое и окружено густонаселенными городами и сельскохозяйственными территориями. Реки приносят сюда соединения фосфора и азота. В теплой воде они становятся удобрением для цианобактерий, способных окрашивать огромные участки поверхности в зеленый цвет. Некоторые цианобактерии производят микрокистины, токсины, опасные для людей и животных. В августе 2014 года загрязнение возле водозабора города Толидо привело к запрету употреблять водопроводную воду почти для 500 000 человек. Воду не рекомендовали даже кипятить, потому что кипячение не решало проблему токсина. Когда масса водорослей отмирает, ее начинают разлагать бактерии. На этот процесс расходуется кислород. В центральной части Эри у дна образуются зоны гипоксии, где многим животным становится трудно или невозможно существовать. Ветер способен поднять такую бедную кислородом воду к береговым водозаборам и за несколько часов изменить качество воды. При этом история Эри показывает, что экологическую катастрофу можно частично обратить. В середине 20 века озеро считалось почти погибшим из-за промышленных и бытовых стоков. Ограничение фосфатов, строительство очистных сооружений и совместные действия США и Канады значительно улучшили состояние воды. Многие виды восстановились. Но возвращение вредоносных цветений показало, что одна победа не решает проблему навсегда. Будущее Великих озер зависит не только от загрязнения. Повышение температуры меняет продолжительность ледового сезона, испарения и условия для водорослей. Зимний ледяной покров в последние десятилетия в среднем сокращается, хотя отдельные суровые зимы все еще способны почти полностью замораживать систему. Чем дольше поверхность остается открытой, тем больше влаги и тепла озера могут отдавать атмосфере. Великие озера нельзя назвать ни обычными озерами, ни настоящим океаном. Это отдельный тип мира. Здесь есть горизонт без берегов, собственные штормы, метеоцунами, подводные кладбища кораблей и грузовые гиганты, которые никогда не увидят соленой воды. Здесь острова содержат озера с новыми островами, реки текут в направлении, выбранном инженерами, а на дне живут сообщества, напоминающие древнюю землю. Спасибо, что досмотрели этот ролик до конца. Если вам было интересно, поставьте лайк и поделитесь видео. А в комментариях напишите, какое из 5 озер кажется вам самым удивительным. Увидимся в новом выпуске.